В этом видео я расскажу, как самостоятельно посетить 53 достопримечательности Милана за 2 дня, потратив всего 9 евро. Вы узнаете, как добраться до центра Милана на общественном транспорте, а также я расскажу про особенности и нюансы общественного транспорта в Милане, про виды проездных билетов, стоимость проезда и многое другое. Кроме того, я дам путеводитель, пошаговую инструкцию, с которой вы сможете легко ориентироваться в городе и найти все самые красивые места Милана. Ну и, конечно же, вы получите обзор недорогих кафе в Милане с ценами на еду. Помимо этого, я расскажу, на чем можно сэкономить и как бюджетно отдохнуть в Милане. Вы увидите современный квартал Порто-Нуово с красивыми и необычными зданиями почти как в Дубае, а также район Навильи с его водными каналами, как в Амстердаме. Узнаете, как до них добраться, а также сможете осмотреть красивую и неповторимую архитектуру многочисленных храмов Милана и знаменитую улицу Виа Монте Наполеоне с магазинами различных брендов. Плюс ко всему, я покажу необычные и очень интересные локации в Милане, до которых не все туристы доходят. Поэтому, если вы хотите получить полный обзор Милана со всеми его достопримечательностями, как главными, так и не туристическими, но не менее красивыми, то смотрите мой обзор, после которого ваше путешествие в Милан будет максимально подготовленным. Поскольку если заранее не изучить все имеющиеся достопримечательности и не подготовить маршрут и путеводитель, вы, во-первых, многое не увидите, а во-вторых, потеряете очень много лишнего времени и неправильно оцените Милан, который открывается с другой стороны, если знать, что можно посмотреть в этом городе, кроме главных его достопримечательностей, и спланировать маршрут заранее. Итак, мы остановились в отеле Hotel Alga 3 звезды. Он находится в 6 километрах от центра Милана, и прямо возле него расположена автобусная остановка, с которой можно доехать до центра города. Отель неплохой, и если цель остановки только для ночлега, поскольку хочется посмотреть как можно больше достопримечательностей Милана, то для этих целей вполне сойдет. Добраться до центра города можно с разных автобусных остановок, расположенных недалеко от отеля. Если пройти 1,5 километра от него, то можно на 74-м автобусе добраться до красивого района Навильи с его водными каналами, где вам покажется, что вы оказались в Амстердаме. Однако, чтобы не идти лишний километраж, удобнее всего сесть на автобус 46 на остановке Канталупа, которая расположена прямо возле отеля, и доехать до конечной остановки Фамагуста. После чего, выйдя из автобуса, можно пересесть на метро зеленой ветки М2 одноименной станции и доехать до станции Дженова-Фессе, которая также расположена недалеко от главного канала Навильо-Гранде. При этом вы заплатите те же 2 евро и 20 центов за проезд. Это цена одноразового билета в Милане, которая позволяет пользоваться всеми видами общественного транспорта компании ATM, а именно автобусами, трамваями, троллейбусами, метро и городскими электричками. При покупке данного одноразового билета в течение 1,5 часов можно пересаживаться с одного вида транспорта на другой городской транспортной компании ATM, которая и обслуживает весь транспорт Милана. Выделяют также дневной проездной за 7 евро и 60 центов, при котором можно пользоваться любым видом общественного транспорта Милана без ограничений в течение 24 часов. Он будет актуален, если вы приехали всего на 1 день в Милан и хотите посмотреть как можно больше достопримечательностей. Также выделяют проездной на 3 или 10 поездок, проездную карту на неделю или месяц. Все цены есть на официальном сайте транспортной компании ATM. Купить билеты можно как в автомате, так и на кассе в любой станции метро, а также в киосках и табакерках. Помимо этого, можно купить билет онлайн, отправив текстовое сообщение на номер 48444 со словом «АТМ». Так вы получите подтверждающий СМС с одноразовым билетом за 2 евро и 20 центов. Это очень удобно, если ваш отель расположен далеко от станции метро и рядом нет автоматов или касс для покупки билетов, поскольку у водителя их купить не получится. Данный одноразовый билет действует в пределах 3 зон М1, М3, в которые и попадает как наш отель, так и весь центр города. По сути, весь центр Милана находится в пределах этих зон, поэтому, чтобы его рассмотреть, другие зоны вам не понадобятся. И учтите один важный момент. В Милане очень часто можно встретить проверяющих, а за безбилетный проезд штраф составляет 100 евро. То же самое касается и непрокомпостированного билета, поэтому даже при смене транспорта обязательно нужно провести валидацию своего билета, что в автобусе, что в трамвае или метро, чтобы не получить штраф.
Удобнее всего передвигаться по Милану либо на метро, либо на автобусе. Кстати, чтобы остановить автобус, нужно махнуть рукой, поскольку он останавливается не на всех остановках и по желанию людей. Соответственно, чтобы выйти на нужной остановке, нужно будет нажать соответствующую кнопку внутри салона. Расписание автобусов есть на каждой остановке как для летнего, так и для зимнего периода, а также для выходных и будних дней. Городские автобусы ходят, как правило, с 5:45 утра и до без четверти 2 ночи. К примеру, автобус 46, на котором удобно добираться с отеля «Альга» до зеленой ветки метро М2, ходит до 9 вечера, а после 9 вечера курсирует тот же номер автобуса, но с добавлением буквы Q, который уже ходит до без четверти 2 ночи. Что касается метро, оно состоит всего из 5 линий: красной М1, зеленой М2, желтой М3, синей М4 и фиолетовой М5. Каждая из них имеет свой цвет, который вы будете наблюдать на стенах каждой станции метро, относящейся к той или иной ветке, а также свой путь из остановок с начальной и конечной станциями. Самой популярной линией считается красная М1, поскольку она проходит все основные достопримечательности Милана. Однако наш отель был расположен недалеко от зеленой ветки метро М2, на которой также можно добраться до центра города. И только у данной зеленой линии метро имеется 4 конечные станции вместо стандартных 2. Поэтому учитывайте этот момент и обращайте внимание на конечную станцию и направление пути движения поезда, где будет указана нужная вам остановка. К примеру, чтобы добраться из станции Фомагуста, зеленой ветки метро М2, до станции Дженова Фессе, где и расположен район и главный канал Навильо Гранте, вам нужно на станции, пройдя через турникет, выйти к платформе с направлением поезда и его конечными остановками Кологио Норд или Джессати. Так вы доедете до нужного вам места. Внутри поезда вы также увидите табло из направления пути со всеми остановками, которые поезд будет проезжать, а также экранчик, где будет показываться и объявляться следующая остановка у поезда, поэтому свою вы точно не проедете. Выйдя из поезда, нужно будет следовать указателям с названием «Uscita», что в переводе с итальянского означает «выход». Таким образом, вы выйдете из подземки. Метро работает каждый день с 6 утра и до 12:30 ночи. Кстати, при желании проехать главные достопримечательности Милана, это можно сделать на трамвае с номером 1, который проезжает театр Ла Скала, Миланский собор, главную площадь Дуомо и замок Кастелло Сфорцеско. Что же касается скидочных и музейных карт, в Милане выделяют Милано-карт, дающую право на бесплатный проезд в общественном транспорте и некоторые скидки для посещения различных музеев и галерей. Более подробная информация есть на официальном сайте. Выделяют такие карты на 1, 2 или 3 дня. Также имеется музейная карта Casa Museo de Milano, позволяющая бесплатно посетить 4 музея: музей Пегатти в Альсеки, Поль ди Пиццоли, виллу Неки Кампильо и дом-музей Босchi де Стефано. Цена карты составляет 25 евро. Купить ее можно онлайн на официальном сайте. Итак, как все же посетить 53 достопримечательности Милана за 2 дня, потратив всего 9 евро? Маршрут можно начать с района Навильи, куда можно приехать как на автобусе, так и на метро или трамвае с номерами 2, 3 и 9. Тут уже смотрите и учитывайте расположение своего отеля. Первые достопримечательности, которые вы увидите, будут церковь Санта-Мария-де-ла-Грасия Навильо, главный канал Навильо Гранте, церковь Сант-Готардо, Ла-Порта Тичинеза, бывшие городские ворота Милана, базилика ди Сант-Эусторджио, колоннада Сан-Лоренцо, базилика Сан-Лоренцо Маджоре, церковь Сан-Джорджо аль-Палаццо, памятник среднему пальцу и Амброзианская библиотека. По району Навилья приятно прогуляться как днем, так и вечером, когда включается вечерняя подсветка. Кстати, здесь есть недорогое кафе с пастой, но об этом я расскажу чуть позже, когда буду показывать расположение недорогих кафе и закусочных в Милане, где бюджетно можно перехватить.
Милан, помимо того, что считается столицей моды, также является самым старым городом на планете, который основан еще в 600 году до нашей эры. Некоторые думают, что кроме Миланского собора здесь осматривать особо нечего. Однако в нем сосредоточено очень большое количество церквей и соборов с необычной и красивой архитектурой, о которых многие туристы и не знают, поскольку в первую очередь приезжают посмотреть на главные и привычные достопримечательности этого города. Помимо красивой архитектуры, здесь есть очень много интересных площадей и улочек, по которым хочется бесконечно гулять. Поэтому рекомендую брать удобную обувь, так как даже при использовании общественного транспорта ходить придется немало, если хочется посмотреть как можно больше достопримечательностей. Также Милан часто сравнивают с Парижем. Схожесть отчасти имеется, но все же по масштабности Париж превосходит, как по мне. Поэтому, кто не был в этих двух городах, лично я бы советовала начать с Милана, поскольку после Парижа впечатления от города будут не столь масштабными, какие могли бы быть. Но в любом случае, этот город также достоин своего внимания, и вы в этом убедитесь позже. После осмотра Амброзианской библиотеки следующими достопримечательностями, которые встретятся по пути, будут площадь Пьяцца Мерканти, Санта-Мария-Пресса Сан-Сатиро, Королевский дворец, площадь Дуомо, Миланский собор, галерея Витторио Эммануэля, церковь Сан-Феделе, Палаццо Марино, театр Ла Скала и церковь Сан-Джузеппе. Эти все достопримечательности можно обойти за 20 минут, поскольку они расположены недалеко друг от друга. Однако я бы для этих мест оставила времени побольше, в особенности для галереи, где можно встретить магазины различных брендов, и Миланского собора с его неповторимой архитектурой. Часы работы собора каждый день с 9 утра и до 19:00 вечера. На официальном сайте можно купить билет для осмотра собора внутри. Цены варьируются от 8 евро и до 30, в зависимости от того, что входит в билет. Посещение только собора или еще и террасы, а также подъем на лифте на эту террасу или пешком. Со всеми видами билетов можно ознакомиться на официальном сайте, который указан. Я его также продублирую в текстовом документе «Инструкция Милана». И если у вас есть в планах посетить этот собор, то советую заранее приобрести билет, иначе свободных мест может просто не оказаться в момент его посещения. Кстати, галерея Виктора Эммануила работает круглосуточно и считается самой старейшей среди всех пассажей мира. Из нее просто не хочется выходить, настолько она красивая. Данная галерея соединяет две площади. С одной стороны из нее можно выйти на площадь Дуомо, а с другой стороны на площадь Ла Скала, где, собственно, и находится одноименный знаменитый оперный театр. Церковь Сан-Феделе расположена возле галереи Виктора Эммануила. Вход в нее бесплатный. На площади Ла Скала находится также и Палаццо Марино, в котором расположилась мэрия Милана. А в центре площади вы увидите памятник Леонардо да Винчи, от которого можно будет за несколько минут дойти до красивой церкви Сан-Джузеппе, откуда и продолжится наша прогулка. Следующими достопримечательностями по маршруту будут музей Поль ди Пиццоли и Богатти Вальсеки, после которых вы окажетесь на знаменитой улице Монте-Наполеоне, где сосредоточено большое количество магазинов различных брендов. Музей Поль ди Пиццоли работает каждый день с 10 утра и до 18:00 вечера. Билет можно купить онлайн на официальном сайте, выбрав предварительно дату и время. Цена составляет 14 евро. Музей Богатти Вальсеки работает с четверга по воскресенье с 13:00 и до 17:45. Билет также можно приобрести онлайн на официальном сайте за 12 евро. И как я ранее уже рассказывала, эти музеи можно посетить бесплатно, купив предварительно музейную карту. Что же касается улицы Монте-Наполеоне, то любителям шопинга стоит выделить для нее отдельное время.
поскольку глаза точно будут разбегаться от того количества магазинов, которые там имеются. А дальше можно будет дойти до виллы Реале, которая работает каждый день, кроме понедельника, с 10 утра и до 16:30 вечера. Цена за вход составляет от 12 до 18 евро, в зависимости от того, включен ли музей. Билет можно купить онлайн на официальном сайте. Однако попасть на виллу можно и бесплатно в каждое первое воскресенье месяца и в первый и третий вторник месяца после 14:00. После виллы мы дойдем до городского музея естествознания, который работает каждый день, кроме понедельника, с 10 утра и до 17:30 вечера. Цена за вход составляет 5 евро. А дальше мы увидим сады Индра Монтанелли, церковь Сан-Бартоломео, церковь Сант-Анджело и дойдем до Порто-Нуово, одних из основных городских ворот Милана, а также увидеть современный его район с красивыми небоскребами, башни Уникредит, высота которой составляет 231 метр, пьяцца Гая Ауленти, вертикальный лес и башню Пирелли с высотой 127 метров. Чтобы добраться обратно в отель, нужно будет от станции Централе Фессе, зеленой ветки метро М2, которая, кстати, расположена сразу возле башни Пирелли, доехать до станции Фомагоста с конечным направлением поезда либо Осаго Милано Фиори Форум, либо Абиате Грасса. После чего, выйдя из метро и дойдя до одноименной автобусной остановки Фомагоста М2, сесть в автобус 46 и доехать до конечной остановки Канталупа. Итого за этот день траты составят 4 евро и 40 центов за 2 одноразовых билета по 2 евро и 20 центов каждый, туда и обратно. Чтобы посетить во второй день новые достопримечательности Милана, нужно также с остановки Канталупа добраться на 46-м автобусе до остановки Фомагуста М2 и, пересев на зеленую ветку метро на станции Фомагуста, доехать до станции Ланза, откуда и можно начать прогулку для осмотра следующих достопримечательностей, а именно базилики Сан-Симпличано, церкви Сан-Марко, пинакотеки Брера, церкви Санта-Мария-дель-Кармине, замка Сфорцеско, парка Семпионе, арки Мира, базилики Корпус Домини, церкви Санта-Мария-Сегрета и церкви Санта-Мария-делла-Грация. Прогулка займет около часа времени, если не останавливаться на фотографиях. Вход в базилику Симпличано и церковь Святого Марка бесплатный. Пинакотека Брера работает каждый день, кроме понедельника с 8:30 утра и до 19:30 вечера. Цена билета составляет 16 евро, который можно купить онлайн на официальном сайте, выбрав предварительно дату и время. Кстати, за пинакотекой расположен ботанический сад Брера, который при желании можно бесплатно посетить. Замок Сфорцеско работает каждый день с 7 утра и до 19:30 вечера, и чем примечательна данная достопримечательность, его посещение является бесплатным. Отсюда мало кто упускает возможность здесь прогуляться, тем более, что рядом расположен также парк Семпионе с рамкой мира, который также стоит обязательно посетить. Если вы хотите осмотреть не только территорию замка, но и музеи, которые в нем расположены, в таком случае нужно будет приобрести единый билет за 10 евро, который позволяет посетить все музеи и выставки замка.
Есть также возможность посетить их бесплатно каждый вторник с 14:00, а также со среды и по воскресенье с 16:00 и до 17:00. Кстати, в замке есть бесплатный туалет. Вообще бесплатные туалеты есть во многих музеях Милана, а также крупных торговых центрах и возле некоторых достопримечательностей. На улице они, как правило, платные, от 1 евро. И еще один важный момент. Иногда на площади Дуомо, как и при крепости Сфорцеско, часто можно встретить торговцев различной бижутерией, и порой они могут очень навязчиво предлагать свои товары. Избегайте того, чтобы вам или вашим детям цепляли браслетик на руку, поскольку потом они будут утверждать, что вы его купили, и просить за него оплату. А вот снять его не всегда может получиться, в особенности, если он сделан из ниток. Так что обращайте на этот момент свое внимание. Посещение церквей Санта-Мария-Сегретта и Санта-Мария-дель-Грация также бесплатно. Ну а дальше можно будет осмотреть заключительные достопримечательности Милана, которые встретятся вам по дороге, среди которых будут Национальный музей науки и технологий, Базилика ди Сант-Амброджо, церковь Санта-Эуфемия, башня Веласко, Базилика Сан-Назаро-Маджоре, Миланский университет, церковь Сан-Бернардино-Алеоса, Санта-Мария-делла-Пассионе, Базилика ди Сан-Бабила и Базилика Сан-Карло-аль-Корсо. Чтобы осмотреть все эти места, потребуется 1 час времени. Милан, конечно, можно постараться осмотреть и за 1 день, используя общественный транспорт, но это больше будет напоминать галоп, и все же все места посетить и осмотреть будет весьма утомительно. Поэтому я бы рекомендовала выделить хотя бы 2 дня для знакомства с Миланом, или выбрать те достопримечательности, которые вам понравились больше всего и обязательны к посещению. К тому же из Милана можно самостоятельно и достаточно быстро добраться до озера Кома на общественном транспорте, которое заслуживает своего отдельного внимания, поскольку там есть очень много красивых мест, которые обязательно стоит посетить. И тут 1 дня вам может не хватить для осмотра всех достопримечательностей, если есть желание их совместить с озером Кома. Кстати, как до него добраться и что именно там можно посмотреть, я расскажу в своем следующем обзоре. Поэтому, чтобы его не пропустить, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых выпусках. Практически все церкви Милана можно посетить бесплатно, и каждая из них отличается своей интересной архитектурой, но особое внимание я бы уделила церкви Санта-Мария-дель-Пассионе, поскольку она считается одной из самых красивых своей архитектурой и по размерам не сильно уступает Миланскому кафедральному собору. Она была построена еще в 15 веке. Внутри церкви вы увидите произведения искусства и картинную галерею. В общем, среди всех церквей она точно стоит своего внимания. Ну а дальше можно будет прогуляться до базилики ди Сан-Бабила и Сан-Карло-аль-Корсо. Кстати, именно возле базилики Сан-Бабила расположена одноименная станция метро красной ветки М1, откуда потом можно будет вернуться обратно в отель. Чтобы добраться обратно в отель, нужно будет воспользоваться 2 ветками метро – красной М1 и зеленой М2. Для начала нужно будет на станции Сан-Бабила красной ветки метро М1 сесть в поезд с конечным его направлением либо Бишеге, либо Молина-Дорино и доехать на нем до станции Кадорна-ФН, которая объединяет 2 линии метро – зеленую и красную. Таким образом, доехав до станции Кадорна-ФН, нужно будет следовать указателям зеленой буквы М2 и идти по стрелочкам, тем самым дойдя до одноименной станции, но уже зеленой ветки метро, с которой потом нужно будет доехать до уже знакомой станции Фамагоста. И там, выйдя из метро, перейти на одноименную автобусную остановку Фамагоста М2 и доехать на 46-м номере до остановки Канталупа. Тем самым вы потратите те же 4 евро и 40 центов, как за предыдущий день, за 2 одноразовых проездных билета. Что касается еды в Милане, здесь есть как кафе, так и мелкие закусочные, где можно перекусить сэндвичи, бутерброды и тому подобную еду. Цены варьируются от 5 до 8 евро. Одна из таких бюджетных закусочных есть как раз недалеко от замка Сфорцеско, называется Иль Политико. На карте я отдельно указала список всех бюджетных закусочных и недорогих кафе.
Среди них есть как бистро с самообслуживанием, к примеру, кафе Viva, где за 4,5 евро можно купить пиццу, так и просто различные мелкие кафешки и пиццерии. Расхваливают также пиццерию Аль Пиццетта, где за 3 евро можно купить маленькие пиццы в размере 15 сантиметров. Еще выделяют закусочную Луини. Там можно попробовать панцеротти стоимостью от 3 евро и выше, что-то вроде закрытой пиццы. В районе Навилья хвалят закусочную Паста Фреска де Джованни. Она славится своей пастой ручной работы. Цены варьируются от 5 евро и выше. Недалеко от площади Дуомо есть пиццерия Пицца Ам, где в районе 80 евро можно покушать пиццу. Еще среди пиццерий выделяют Спонтини, где крупный кусок пиццы обойдется в 5-6 евро. Также стоит рассмотреть закусочную Piadineria Artigianale Pascali, где можно недорого перекусить в районе 7-8 евро. Если говорить о недорогих кафе в Милане, на карте я предоставила небольшой список из них. В частности, в кафе Луна Росса можно испробовать как пасту, так и десерты. Цены варьируются от 6 до 10 евро. Еще одним недорогим кафе является Панини Дурини, где от 5-7 евро можно испробовать еду быстрого приготовления. Также расхваливали кафе Ла Кавелля Piadineria, которое славится своими лепешками от 5 евро. Еще выделяют кафе Остерия Али 29, которое расположено недалеко от площади Дуомо, и кафе Сальсаментерия ди Парма. Кстати, в некоторых барах и кафе вечером с 18:00 до 22:00 действует так называемая система аперитива, где при заказе какого-то напитка предлагается шведский стол из различных закусок. Некоторые из подобных заведений я обозначила на карте. Они, кстати, расположены недалеко от Миланского собора. Среди них самым бюджетным будет бар Страф, где за 8 евро, купив напиток, вы получаете бесплатные закуски. Дальше идет бар Равиза Даль 1871 с ценами на напитки от 10 евро и Терраза Априоль с коктейлями от 13 евро. В общем, выбор не маленький, так что есть с чего выбирать. Ну и, как я уже ранее говорила, в следующем своем выпуске я покажу и расскажу, как самостоятельно на общественном транспорте добраться до озера Кома из Милана, сколько это будет стоить, как быстрее всего доехать и какие достопримечательности можно увидеть на озере Кома, а также где попробовать вкусное итальянское мороженое. Так что, если мое видео вам понравилось и оказалось полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующий выпуск.